Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень хай-энд и не очень аудиогаджетов. Ни для кого, думаю, не секрет, что добрая половина наушников производится совсем не теми, чей бренд стоит на фейсплейте. Это касается не только китайских моделей, это как раз понятно. Многие именитые и заслуженные компании занимаются только лишь разработкой, производство же размещают в Китае. Неудивительно, дешево и хорошо в наше время умеют делать только там. Более того, зачастую владельцы бренда даже не разрабатывают наушники, но продают. Как же тогда все происходит? Да очень просто. Существуют ОЭМ-производители и разработчики, которые уже все сделали за нас. Остается только выбрать подходящую модель из предлагаемого модельного ряда прототипов, а то и заказать вообще отдельно разработку под свое техзадание. Потом на корпус наносится логотип заказчика, и все довольны. Заказчик делает оптовую закупку, и ему выгодно, а мы получаем очередной топ за приличные деньги. Ну, не обязательно за приличные. Копеечные модельки тоже так делают, потому что только таким образом из этого можно извлечь хоть какую-то прибыль. Но я расскажу не о супер бас спорт бег наушниках. Мы заглянем в приличный сектор этого бизнеса. Несомненно, если у вас хорошая коллекция наушников, не обязательно найдется парочка, сделанных компанией JS Audio, расположенной на северо-западе Китая. Это крепкая команда инженеров и специалистов, которые разрабатывают и выпускают целую линейку AM-наушников на любой вкус и любой кошелек. Конечно, они предпочитают продавать их партиями от 10 тысяч штук, но если вы сделаете единичный заказ, вам никто не откажет в любом случае. На самом деле у них в производстве две линейки. Одна называется конкурентная, где представлены модели в рамках вполне разумных цен, скажем, до $300, и идея этой линейки выпускать хорошие, качественные наушники, но при этом доступные. Ориентир здесь цена, в которую загоняются максимально хорошие комплектующие. Вторая линейка называется производительная, и в ней подход как раз другой. Все сконцентрировано на качестве звука, а цена во внимание принимается во вторую очередь. В этой линейке установлены самые топовые драйверы. Сегодня мы поговорим о почти топовой модели GD9. Почти топовой, потому что топовая она в линейке конкурентных моделей, так что в принципе уступает тем топам, что делаются в другой линейке. Но у GD9 для такого набора драйверов очень приятная цена, всего $250. Всего можно взять в кавычки, но в наше время, когда цена приличных наушников начинается от $200, это очень и очень разумное предложение. Серьезно? Эта же модель под брендом, скажем, Fengru стоит уже $350. Внутри у GD9 8 арматурных драйверов и один динамический. 10-мм динамический драйвер настроен на ультранизкие частоты. Для низких средних частот используется арматура Sonion 33 серии. Для средних высоких арматура Knowles 3 поколения и кастомная собственная арматура для ультравысоких частот. Корпус, как принято, изготовлен из полимера, в комплекте идет набор хороших амбушюр и отличный кабель. Чего нет, так это упаковки, потому что упаковку делают уже заказчики. Ну, вы знаете, красивые коробочки с нарисованными анимешными девочками, цепляющие взгляд. Корпус эргономичной формы, о нем сказать особо нечего, кроме того, что у меня в ушах они сидят идеально. Если посмотреть внимательно, можно оценить высокое качество сборки и продуманное размещение компонентов. Все 4 частотные группы драйверов имеют собственные акустические трубки, ведущие к звуководу, разделенному на 4 отдельных выхода. О звуке подумали, конечно. После подбора амбушюры и разумного прогрева в течение нескольких часов звук меня очень порадовал. Он очень-очень ровный, с широкой сценой, очень широкой, необычно широкой. В глубину, правда, все развернуто поменьше, но позиционирование на уровне. Низкие частоты меня очень порадовали. Бас плотный, с коротким емким панчем и приличной скоростью. Прослушивается саббас, но что меня восхитило, это то, как он контролируется. Динамический драйвер не бухает во весь голос, как это часто бывает, он остается строго в своем диапазоне. Так что тем, кто обожает стряхивающий мозг бас, наверное, лучше поискать что-то еще. А вот тем, кто ценит ровный и правильный звук, есть смысл присмотреться повнимательнее. Баса ровно столько, сколько должно быть, и он есть там, где должен быть. Середина прозрачная, не слишком убрана, но и не выпячивается, удивила ее многослойность. Инструменты очень хорошо разделены. Ну а высокие частоты просто какие-то бесконечные, но не воздушные. Плотные, весомые, без звона, без яркости, отчетливые, не раздражающие. Описание может натолкнуть на мысль, что эти наушники светлые, но это не так. Общая подача звука теплая, притемненная, при этом очень ясная. В какой-то степени звук GD9 парадоксален.
Он достаточно детальный, но вообще не мониторный, очень музыкальный, но ни один инструмент нигде не смазывается, части общей картины никогда не расползаются мутным облаком. Немножко примеров. Учитывая, что производитель дает этой модели условное название классик и рекомендует ее для прослушивания классической музыки, вокала, джаза, вообще живых инструментов, то мы начнем с классики. Но с классики необычной. Это музыка Дебюсси в исполнении филармонического оркестра Дортмунда с участием классика электронной музыки Марка Рамбоя. Оркестровая часть звучит прекрасно. Классическая музыка может быть тяжелой для слуха, особенно с большим количеством инструментов. GD9 в силу своей умеренности, но не мягкости, делают звучание комфортным, приятным, его можно слушать, наслаждаясь партиями инструментов без малейших усилий. Что касается электронной части, то и она передается очень неплохо. Бас глубокий, с послезвучиями, тембры очень приятные, абсолютно не нагружающие. На удивление, звук отлично сбалансирован. Pressure Drop и альбом Elusive, вокал звучит прекрасно, средние, низкие, средние тоже. Перкуссия отлично прослушивается. Бас явственно уходит в саббас, но не глубоко, самые глубокие раскаты только отображаются. Как я люблю. Но эти наушники явно не рассчитаны на такую полную низкого баса музыку. Tool и альбом Fea Inoculum, тут вокал мужской, ему, пожалуй, не хватает яркости и наполненности, зато гитары в низком регистре звучат шикарно, отчетливо и мощно. Кроме немного отодвинутого вокала, я не вижу, на что еще можно пожаловаться. Боба Стенсон Трио с альбомом Cantato сразу понятно, что с джазом у GD9 проблем нет. Совсем. Фортепиано звучит ярко, перкуссия подробная, но без песка и сибилянтов, контрабас не заглушает другие звуки, но и не теряется, хотя явственно звучит позади остальных музыкантов. Очень ровная, но не безэмоциональная подача. Те, кто знаком с моими предпочтениями в звуке, наверное, уже поняли, что эти наушники попали точно в цель для меня. Если так звучит конкурентная серия, то что же будет в производительной? Конечно, я не сравниваю GD9 с Kineras Cult или тем более с Campfire Solaris, все же разные весовые категории, но в своей цене они звучат однозначно лучше практически всего, что я слышал. Точно лучше FiiO FH5S и уж точно лучше BGVP NS9, на мой вкус по крайней мере. Но вкус дело такое, у вас может сложиться иное впечатление. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. На этом все. Пока.